Ох, всем привет на канале Беларусь Германии. Сегодня должен быть семейный влог выходного дня. Но жена ушла на работу, она сегодня дежурит, суббота. И вчера у нас был первый вечер за неделю с интернетом. Мы включили не то, что у нас было на компьютере, а мы включили то, что мы хотели, посмотрели. Блин, какая-то такая странная ночь была. Меня подорвало в 3 часа ночи, и до 5 утра я просто лежал. Поэтому я стал какой-то вот недосонный, недоспавший, подопухший, вообще какой-то кошмар. И что сегодня? Начнем с того, что надо приготовить сначала детям кашу, потом я свинину разморозил. Вчера, вот в 3 часа ночи я встал, мне делать нечего было, пошел свинину достал с морозилки, забросил. Что-то приготовить покушать, жена в 8 вечера придет домой с работы. Так, у нас сегодня погодка обещает быть пока непонятно. У нас сегодня ночная ярмарка, я не знаю, мы туда попадем, не попадем, все будет зависеть от второй моей половины, насколько она будет рада после работы, от работы в 12 часов пойти куда-либо. Также наконец-то появился интернет, я дорвался до YouTube. Я сейчас потиху пересматриваю все ролики, вот сейчас у меня Валера здесь вовсю идет, так что, Валера, тебе привет, если смотришь. Что, да начнем готовить кашу. Так, ну и все, осталось масло и нутелла. И чуть-чуть нутелки. Так, ну пока дети едят кашу, мне надо же выпить кофе. Это мне пригодится. Так, ну пока пью кофеек, расскажу вкратце про Соню. У нас Соня в прошлом видео рассказал в 2 словах, что положительная на корону. Сделали 2 шнель-теста, быстрых теста в школе. 2 теста разной фирмы. И они были 2 положительных. Мы сдали ПЦР. Вот тут началось самое интересное. Как бы ПЦР — это тот результат, исходя из которого ты должен делать какие-то действия предпринимать. И Министерство здравоохранения тоже. У нас взяли вечером ПЦР, но вечером после школы пошли в киндер-арсту к нашему семейному детскому врачу. Это был четверг. Сдали тест, они говорят: завтра, только после обеда желательно звоните, потому что до обеда результатов еще не будет. Но она забыла сказать, что завтра и после обеда врач не работает уже. И с понедельника они уходят в отпуск. Мы дождались обеда, не посмотрели, люди же говорят. Люди, когда говорят, значит, так и надо делать. Позвонили мы на следующий день, никто не берет трубку, и уже говорят, что типа автоответчик не работает. Мы на сайт заходим, блин, реально 12 часов дня только работает. Нам сказали, только звоните после обеда, с утра бесполезно. Именно после обеда. Жена хорошо помнит это слово. Плюс также нам дали вот эту вот эпку. Что вчера произошло, ну, QR-код, что вчера произошло вечером. Он мне показал, что ваш код недействителен. Я такой не понял. Перезагружается приложуха, и просто вот все, нашего результата нету. У меня остался этот QR-код, я начинаю считывать, а он QR-код недействителен, QR-код недействителен. Это пятница. Вечер. Мы не знаем сейчас результат. Были планы куда-то поехать, и ты не знаешь, если ребенок реально позитивный, то я же не хочу, чтобы других он заражал, правильно? И это какой-то бред, и все, и мы сейчас до понедельника сидим, не понимая, что в субботу-воскресенье в Германии никто никогда не работает. Это бесполезно уже. Жена сегодня попытается там позвонить на горячую линию, может узнать результаты. Но и нам никто не звонит. Короче, как-то все так плачевно. Так что Соня у нас дома в маске, спит в отдельной комнате. Но мы пока не знаем, она или опачки. А я знаю, что мы сейчас делаем. Мы еще один шнель-тест сейчас попросим. Соня! Иди-ка сюда, малышка. Вот этот сам тест. Так, прошло 15 минут, смотрим на тест. Четко видим, что негатив. Да, у шнель-тестов, конечно, погрешность там чуть ли не 60% я читал, поэтому доверять ему тоже не стоит. Ждем ПЦР-ку, я не знаю.
полить? Сегодня суббота, блин, что нам делать? 2 дня. Сидеть дома или что? Сегодня ярмарка вечерняя, как бы Соньку не возьмешь и дома одну не оставишь. Что за бред вот? Ай, как злюсь я немножко на все эти вот амты, которые вот так вот, и на медсестру, которая сказала, звоните после обеда. Хотя врач работал только до обеда. Ярко выраженный негатив. Просто реально я не могу брать на себя такую ответственность. Я, ну, как бы адекватный человек, понимаю, что ребенок может быть позитивный, пойти в общественное место с ним. Но это как? Ты самому стремновато. Хотя я привит, заболеем или нет. В общем, наверное, в понедельник мы только узнаем, и выпущу уже видео, расскажу. Или сегодня еще в течение дня жена, если узнает, я тоже вам про это расскажу. Так, ладно, пойдем в ванные процедуры, потом займемся свининой. Она уже тут. Кстати, свинина 7,98, правильно, за килограмм, но мы купили на скидке и отдали за 708 грамм вместо 5,64 2,82. Скидки всегда были. Долго думал, что делать со свининой. Свинину, наверное, я обжарю. Сейчас ее сначала, конечно же, помоем. Так. Идея какая? Свинину сейчас я замариную в соевом соусе, наверное, там немножко соли, приправы, потом обжарю и сделаю макароны. Типа с подливкой, может. Я даже не знаю, я всегда начинаю готовить, а там уже как пойдет, вообще без понятия. Пока сейчас замаринуем на часика 2. Так, что еще можно? Горчицы добавить. Соевый соус будет, там майонез, наверное. Да, и пока будет мариноваться, соберем стол для Сони. Немножко ананасового соуса, майонеза и чесночный. На улицу там все равно пока что не вариант ходить, так что можно с чесночком. Чуть-чуть, вот. Озер, цинт, корица, это мускат не пойдет. Щелкаем, жахнем немножко. Перемешиваем. Или может запечь. Короче, пока буду собирать стол, подумаю, что с этим делать. Пускай пока помаринуется. Так, ну что, будем приступать к сборке кровати. Дети, вы готовы? Будете помогать? Ну, я вижу, как вы помогли. Разбросали все здесь, да? Марк, кто будет все убирать? Где? Вот тут. Я. Так убирай. Я пока подстою быстро. Так. Ну, разговорила, значит, здесь будем строить. Сейчас, Сонька, давай с тобой немножко все это разберем. Ты соберем? Да. Кровать вашу великолепную половую сдвинем. Ты не моя. Ложи просто все в кровать. Так, не указывай мне. Учителя. Почему-ка? Так, стол я давай возьму. Не надо, тяжелый. Блин, мне что-то с рукой случилось. По-моему, или сухожилие, или связка. 2 вот этими пальцами не могу даже дверь в машине, если так вот открыть, ничего поднимать. Она как-то вот больно. Ну, кажется, ничего не сломал, не знаю, даже вот просто вот как-то вот так что-то щелкнуло и все. Даже легкие эти коробки, вот эта рука как бы не полностью функциональна. Странно. Так. Сейчас мы тогда быстренько здесь пропылесосим и... О! Марк, ты хотел пылесосить. Вперед! Все, молодец. Можете дальше там все собирать. Это Тимур. Нет, это мы оставляем. Ты потом еще попылесосишь. Как сейчас выглядит стол? Это где? Коробочки. И как он будет выглядеть там? Сейчас буквально. Для вас 1 секунда, для нас, не знаю, наверное, часа 2. И смотрим. 1, 2, 3. Ну, вот так вот получилось. Сейчас коробки поубираем. Блин, пришлось взять телефон снимать, потому что GoPro-шка просто лежала. Нагрелась в хламину, вот просто дико она горячая. И она уже не включается ничего. Ей ничего не надо, она
Нормально для GoPro. Так происходит постоянно с девяткой, блин. Она реально же раскалилась тут вот. А? Ух. Батарея аж прям. Ах. Для GoPro это нормально. Вполне. И, кстати, на всю сборку у меня ушло 2 часа 19 минут. Но это плюс-минус звонки какие-то там. Полууроки что-то делали. Так что за 2 часа, как я говорил, я справился не спеша. 1, а там написано 2 человека должно быть. Так, насчет готовки. Достал я макароны, нашел. Такие, мне кажется, одинаковые. Готовятся 3-5 минут. Их наконец в конце приготовим. Сейчас порежу мясо, обжарю его. Обжарю, потом добавлю перец и потом макароны. Типа будет такой неполноценный вок. Ну и конечный результат. Вот так вот это вот выглядит. В принципе все. Выключаем. Так, стол собран. Тихо. Не шипи, не шипи, не шипи. Стол собран. Еда приготовлена. Блин, малого что-то поносить начала. Что у нас за неделя? Та неделя они там бедные сидели вдвоем. Ну, не весь, не всегда дома. Марк ходил в сад. Соня вот, кстати, один раз ходила в позапрошлую пятницу в школу. Потом ей 4 дня там было плохо. Пошла еще один раз. Сразу же позитивная, потому что она проконтактировала, как раз ее одноклассница была позитивная еще до этого. В пятницу она сходила, в понедельник мы узнали, что ее напарница, ну, которая с ней сидит, она тоже позитивная. И да, если вы контактировали с людьми, то тест делайте только день на 3-4 минимум. На первый день это ничего не покажет, вы будете негатив, все хорошо, вот как у нас это и получилось по ходу. Ну а сегодня мы так и не узнали результаты насчет Сони. Я сейчас еще сделаю с ней еще один шнель-тест быстрый, посмотрим. Так что в понедельник мы только официально узнаем, она на ПЦР позитивная или негатив. Ну, да, позитив или негатив. Вот так-то буду ждать Ольку. Посмотрим, что если сейчас еще и Марик, блин, сляж с диареей какой-нибудь. Я не знаю, что там происходит, честно говоря. Холера чертова. Так, прошло 15 минут, посмотрим же на результаты Сониного теста. Негатив. Ярко выраженный негатив. О, дай бог, ПЦР в понедельник мы узнаем, что он тоже негативный. В понедельник просто сидим дома и все, и потом жизнь продолжится. Сонька опять негативный. Мама! Че мама? А где мама? Ну что ты перепутал? Так, ладно, пока телек посмотрим. Вадим Окея. Тоже интересный блогер, вообще крутой. С Минска чел. Шикарные видосы снимает, вот просто по технике. Что, ладно, пока отдохнем. Сегодня много дел сделали, правильно? Так, ты тут возле меня не трись, мадам, я еще не знаю. Вот придет когда справочка, что ты здорова, тогда и подсядешь. А ты просто слезь диван. Давай, все, пошла. Я стою робот. А ты строишь робота. Ладно, будем пока отдохнем, ждать маму. Так, смотрю, что люди на DJI Mavic 3 делают. Красота, конечно, да, картинка это не Мивик, не Миник 2, но это Микаса дикая. Прикольно, может быть, когда-нибудь. Так, что у нас сегодня суббота, 7 часов, через час придет жена. Наверное, на сегодня снимать не буду. Пошел и прогулялся, читал я про эту ярмарку. Я вышел на улицу, я привит, я имею право покидать помещение и выходить на улицу. Ничего нет, как всегда, я что-то прочитал, да не то. Так что, значит, на ярмарке сегодня, походу, нету, или она где-то в другом месте базируется, я не знаю. Субботу буду заканчивать, но встретимся завтра через 1 секунду. Так, вот у нас и наступила суббота, уже все моментом пронеслось. Кстати, мы уже тест еще один Соньки сделали. Прошло у нас 13 минут.
Пока он негативный. Также смотрю, жена достала овсянку, поставила, вот сейчас здесь стояла, типа. Я говорю, кому ты делаешь, как бы детям готово? Она, о, это кофе. Сейчас бы заварила бы себе овсянки вместо кофе. Ох, воскресенье. Что у нас там на улице? Хмуро сегодня. Сыро. И непонятно. Да, так что ПЦР-тест мы с Соней только узнаем завтра, в понедельник. Ну вот уже третий подряд тест. У нее 2 вчера негативных. И сегодня, ну это шнель-тесты, быстрые тесты. Им типа верить нельзя. Но они также показали позитив. Слушай, а по логике может быть, что если Соня позитивная, должны были позвонить и... Типа, должны были, но они это делают сейчас с опозданием, потому что очень много позитивных. Они просто не справляются. Ну, завтра, наверное, позвонят. А может вообще позвонят, скажут, что все негативно. Круто будет. Так, ладно, будем мы пить кофе, завтракать. Ну, кто-то завтракать, а я пить кофе. Опа. О, кстати, спасибо за стулья нашим немецким друзьям. Вчера подогнали вообще великолепно. Сейчас жена придет. Ну, так как на улицу нам нельзя выходить, образно, так как мы не знаем, Соня позитивная или негативная, но мало ли что. Запрещено. Посидим на террасе немножко. Сейчас, наверное, и детей тоже здесь выгуляем. Хотя их можно как бы с другой стороны дома выпустить, там тоже никого нету, и у нас отдельный вход, мы ни с кем не контактируем, ну, то есть никому не встречаемся там даже. Так что великолепно, когда есть терраса, особенно ее не хватало летом. И очень сильно. Ну что? Так, ну что, наверное, подведем итоги влога выходного дня. Че он холодный? Так, подождите, что он зафиксировал. Так, это теперь не зафиксировал. Все. А как же твоя любимая физику не учила? Теплопроводность, Андрей. Так это стул, это физика, это вообще-то здесь... Короче, ладно, ты и физика, это как и я, и... Разные материалы обладают разной проводимостью. Да. В общем, да, наверное, будем подводить к концу этот влог выходного дня. Вчерашний день получился без Ольги, уж она была на работе. Сегодня что мы? А что мы сегодня? Вот вышли на балкон посидеть. Сейчас пойдем, уткнемся в телевизор, что-нибудь посмотрим. На улице погода хмуро, пасмурно. Ну и у нас тихо и одиноко. Здесь вообще никого нету. Только машина моя стоит, да и все. Что еще скажем? Из живого только машины. Да, Соня... Ласточка моя. Ласточка моя, да. Опелечек мой. Сонька у нас сегодня, мы тестировали опять негатив. С ней все хорошо. Чувствует она себя великолепно. О, этот пришел. Этот, как его? Мальчик, как тебя зовут? Забываю постоянно. Маркус? Марк, окей. Марк так Марк. Соня у нас, еще раз повторю, чувствует хорошо. Мы себя чувствуем все тоже хорошо. Она тестировалась дома, вот на шнель-тесты негативная. Стол... Слезь, быстренько. Мокрая будет. Стол сушится, стул этот. Туда не залазь, вот сюда можешь сесть пока. Так что вот так вот у нас прошли выходные. Я собрал стол. Что еще мы сделали? Ты сходила на Динст. Все. Ну и все. Вам всем спасибо за просмотр данного видео. Завтра мы узнаем уже наш ПЦР-тест, результат Сонин. Я надеюсь, что мы узнаем. Ну, я тоже. Это Германия, это очень все тут сложно. В четверг мы должны прийти подключить полноценный нормальный интернет, модем поставить с Wi-Fi, а не мобильный, который типа безлимитка, но оказалось тоже какие-то мне пришли сообщения, что вы израсходовали 80% своего запаса, когда у нас безлимит, и я этого не понимаю, почему. Так что это Германия. Но мне тут нравится. Тебе как? В одном из видео люди просили рассказать, там, кстати, да, в комментариях там написали, попросили рассказать, как мы себя здесь чувствуем, как ты в клинике работаешь. Это мы сделаем в следующем видео. И
что, все. Так что до новой недели. Там мы уже вам расскажем более подробно, что с Sony, как у нас что дальше двигается с интернетом. Еще раз спасибо за просмотр видео. Всем хороших выходных. Ты что скажешь, мелкий? Ай-яй-яй-яй-яй. Кошмар. Все, всем пока и до скорых встреч. Все. Пока. Пока. Пока говори.